Всем привет! Сегодня давайте посмотрим коробочку от Trumpeter, модель Submarine DKM тип 7C U-Boat, или что в переводе можно перевести как Deutsche Kriegsmarine, немецкий военный флот, подводная лодка типа 7C. Ну, собственно, Вторая мировая война, конкретно лодки типа 7, это были самыми массовыми подводными лодками военно-морского флота Третьего Рейха, которые строились. Всего там 7-го типа было, по-моему, построено около 1000 лодок с небольшим, и вот конкретно тип С это был самым массовым среди 7-го типа, то есть там, по-моему, под 600 лодок типа С было построено, то есть это по факту была рабочая лошадка немецкого подводного флота, а так как, собственно, в основном немецкий флот во время войны как раз опирался на доктрину подводной войны, то, по сути, тут, в общем-то, собственно, была такая основная рабочая лошадка, основной такой становой хребет немецкого флота вообще, можно сказать, во Второй мировой войне. Так, что по набору, значит, это масштаб 1 к 144, достаточно частый, кстати, для подводных лодок этого периода масштаба. Вот, например, у Звезды там тоже подводная лодка в 144 масштабе. Значит, что еще? По набору, можно сказать, набор выпуска 2021 года, в принципе, достаточно новый. Я так понимаю, это не перепак, насколько понимаю, собственная разработка Trumpeter, и, в принципе, он не наследует ни за каким другим набором. То есть, в принципе, в линейке вот 7-го типа подлодок это единственная модель. Никаких продолжений у нее нет. На боксарте, собственно, сама модель. На боковиках проекция верхняя сверху вот лодки с окраской, 3D модели ее, собственно, где видно, что еще фототравление есть в комплекте. На другом боковике, собственно, проекция боковая по окраске лодки. Как обычно у Trumpeter небольшая историческая справка, буквально в один абзац. И там еще дополнительно предупреждающие надписи, ну и, собственно, больше ничего особо-то и нет. Вот единственное, что, о чем, собственно, у нас... Сразу давайте в коробку смотреть. Trumpeter производитель нигде, насколько я, кстати, понимаю, не указывает ни на коробке, ни в исторической справке, нигде о том, что помимо того, что это некая вроде как безымянная подлодка 7-го типа С, но помимо всего прочего, как можно, например, понять из литников, которыми она укомплектована, вот конкретно из этой литниковой рамки можно понять, что подразумевается, как минимум подразумевается, что данная модель должна реплицировать конкретную лодку с бортовым номером Ю-552. То есть, в принципе, это не просто так какой-то рандомный номер, в принципе, достаточно известная подводная лодка. В основном она известна тем, что первый свой, так сказать, отрезок своей службы совершала походы под командованием немецкого достаточно известного подводника Эриха Топа. И вообще за свою службу около 15 походов произвела, и было потоплено около 30 судов конкретно этой лодкой. А служила она где-то с 40 по 45 год, то есть практически всю войну. Ну и, пожалуй, из собственно, биографии Эриха Топа, наверное, самый известный факт, что он официально как бы считается первым командиром подводной лодки, который, собственно, на этой подводной 552-й лодке потопил первый корабль военно-морских сил США, или вообще США во время Второй мировой войны. То есть это еще произошло, по-моему, до официального объявления Соединенных Штатов войны Третьему Рейху, и это был эсминец охранения конвой. Потом, если не ошибаюсь, в Атлантическом океане он потопил его. Ну вот. Насколько, собственно, правильно, почему, собственно, умолчал нам производитель о том, что конкретную лодку реплицируем, нам неизвестно. Давайте, наверное, смотреть в коробку. Значит, в коробке у нас литники, каждый упакован в отдельный пакет. Их немного, так как, в принципе, для такой масштаб, что обычно прям супер деталировку какую-то не дают. Каждый в своем пакете. Значит, литничек, я так понимаю, с подставкой такой вот отдельный. Упаковка с платой фототравления. Также помимо этого, ну я так понимаю, тут только плата фототравления. В отдельном пакетике
Собственно, пакетик с декалями. Отдельно о них посмотрим еще. Помимо этого бумага. Инструкция стандартная трампетерская. Вложена в нее цветная вкладка. Посмотрим все. И такую, в принципе, такого, кстати, не видел у трампетера. Но это, по сути, рекламный такой листочек, где на одной, собственно, стороне мы видим эту самую подводку. Красиво, кстати, разрисованную. Комплектация, где фототравлению уделяется много внимания. Видим рекламы. Круг А в 72 масштабе, на другом развороте видим вот такую вот еще модель. Рекламу, кстати, не часто увидишь в трампетерских наборах, даже в каком-то смысле удивительно, что она есть. Так, собственно, по коробке это все. Как обычно, давайте начинать с бумажной части. На бумажной части у нас все по-трампетерски стандартно. То есть такая вот книжечка, пиктограммы, проекция лодки, справки конкретно в инструкции нет. Значит, раскладка литников совсем немного, в принципе, вот, собственно, они все здесь и есть. Все перечислено, все подписано. Дальше, собственно, начинается сама сборка. Видно, что с деталей корпуса начинается. Все-таки что-то мы подсверливаем уже. Ну, конкретно это указано как опциональное подсверливание. То есть, видимо, для каких-то, может быть, разных годов существования лодки или, может быть, для разных вариаций. Это нам не поясняют. Что-то нужно подсверливать. Так, значит, рули, якорь. Значит, появляется уже сразу на втором этапе деталей с фототравления какая-то мелочевка. Что-то надо будет гнуть. Значит, потом, собственно, у нас, ну, кстати, да, собственно, опять же, детали по корпусу какие-то тут дополнительные, я так понимаю, что-то там по двигателям или рулевому управлению, я точно не уверен. Значит, кстати, здесь у нас в этой инструкции трампетер не подписывает, как он частенько любит те или иные узлы, как называются, здесь этого нет. Ну, опять же, как бы опции тоже, как бы, вот я не вижу, что подводное, надводное положение, как-то вот не шибко тут видно, да, вот, соответственно, можно ли лодку собрать в подводном, в надводном положении, непонятно, судя по всему, наверное, только надводное. Детали орудия, соответственно, бортового, вот этого, который, кстати, немецкими подводниками часто в начальный период войны использовал, собственно, по прямому назначению, топили им суда, зачастую беззащитные, собственно, даже не используя торпедные аппараты. Значит, рулевое управление, тут вот дополнительные элементы. Значит, опять фототравление, я так понимаю, ну, тут оно не опциональное, тут я смотрю, оно один вариант. Вот тут стыкуются у нас половины корпуса. Значит, тут опять деталировка дополнительная. Достаточно много дополнительной деталировки по орудию. Очень много фототравления конкретного орудия используется. Как я посмотрел, винты, собственно, ходовые. Отдельном шаге собираются. Потом, значит, начинается рубка. Рубка у нас располовинена, соответственно, на вот две половины. На них много, опять же, деталей, большая из которых часть фототравления. Соответственно, перископы, два перископа. Один боевой, один наблюдательный, насколько я помню еще. Тоже тут много достаточно фототравления. Пулемет, насколько я помню, зенитный, вроде бы как здесь как раз у нас расположен на крыше рубки. Вроде бы пулемет, насколько я помню. Ну, еще там по мелочевке каких-то деталей. Собственно, вот ограждение. Собственно, боевой рубки из фототравления. Кстати, вот, например, можно вспомнить Звездовскую, опять же, подлодку. Типа Ща, по-моему, она была. Или типа С, я уже забыл. Там, по-моему, кстати, с ограждением боевой рубки, по-моему, в дефолтном наборе вообще, по-моему, никакого ограждения не было, потому что в пластике в таком масштабе, конечно, копийное ограждение реализовать, не используя фототравление, как мы знаем, у звезды фототравления нет, его невозможно. Ну, трампетер его нам тут дает, собственно. Еще немножко деталировки, тут кое-какие опциональные элементы, опять же, вот абсолютно непонятно, опциональные они что, собственно, реплицируют, какие-то конкретные годы службы или какие-то, может быть, альтернативные варианты данной подлодки, не 552, неизвестно, это, конечно, минус по трампетеру. Значит, опять же, детали рулевого управления, задняя ходовая часть. Тут, собственно, еще немножко тут устанавливаются, собственно, гребные ходовые винты с какими-то дополнительными рулевыми механизмами, элементами ограждения этих самых рулевых винтов. И, собственно, в последней страничке финал. Финал, где, собственно, в основном уже
на корпус устанавливаются различные варианты фототравления. То есть я тут тоже понимаю, что есть опции частично опции нет, соответственно, вот видно фототравленное вот это вот приспособление для разрезания противолодочных сеток специальных таких. Еще там немножко всяких элементов ограждения там дополнительно. В общем, в основном практически очень много всего фототравленного здесь будет. Ну, соответственно, вот и самый финальный шаг — это у нас установка рубки уже на полностью собранный корпус и, собственно, на стенд. Кстати, вот стенд не очень понятно, как сделан, собственно, как за счет чего на нем лодка будет стоять, потому что больше, честно, на рельсы похоже, чем на стенд. И вот здесь нам рисуют как раз, что вот тут мы должны пришпилить, собственно, эту самую табличку о том, что это 552-я лодка. Так, помимо этого, по бумаге, значит, вкладка у нас есть большая довольно, кстати, вкладка, крупная, цветная, односторонняя, которая, собственно, нам показывает, но нигде, кстати, об этом напрямую не указывает, о том, что раскрашивать мы должны, собственно, 552-ю лодку. А 552-я, она по той причине, потому что вот есть именной чертик, собственно, на рубки. Это, кстати, характерная черта была для достаточно известных капитанов, конкретно подводного флота немецкого, то есть рисовать какую-нибудь эмблему именную на рубке, собственно, по которой можно было эти лодки легко определить. Вот эта эмблема Эриха Топа как раз, насколько я помню. Ну, помимо всего прочего, здесь, значит, раскраска. Видно, что в основном, в принципе, цветов несколько, но основные, по сути, два. Видно, что декали с флажком вот у нас устанавливаются. Видно, что, значит, свастику постеснялись рисовать, но мы еще посмотрим, насколько я помню, ее декали все-таки в свастику реплицируют тем или иным образом. Достаточно подробно показано, то есть не просто две проекции сверху и какие-то элементы даны так более крупно. В принципе, инструкция, помимо того, что она абсолютно, опять же, не намекает нам, что это за лодка, ну, в остальном, да, краски даны, ну, по трампетеровской традиции в основном. На Ганзу, на Валеха, на Моделмастер, на Томию, на Хамброу. Красок, в принципе, совсем немного. Так, помимо всего этого, можно, наверное, я думаю, будет посмотреть пластик. И в самом конце уже глянуть, собственно, декали и травление. Значит, пластик у нас хорошо очень упаковано по-трампетеровски, где трампетер помимо индивидуальных пакетиков нам еще и демпферы в виде спененного вот этого материала предлагает, чтобы уж никаким оно образом, видимо, не повредилось по задумке производителя. Собственно, две половины корпуса, значит, на них дано, собственно, достаточно обширный рельеф, который типа должен как бы показывать нам всю многообразие деталировки, клепки, всяческие дополнительные вот эти сливные отверстия. То есть, как мы знаем, что у лодки как бы в целом корпус это внешний, да, внутренний прочный корпус он находился внутри. То есть внешний корпус он водонепроницаемым не был, да, он скорее просто габариты лодки показывал. Торпедные аппараты, кстати, ну никаких опций на открытые торпедные аппараты у нас не дается, кстати говоря. Вот они вот как носовые, так и кормовые где-то тут вот вроде должны быть. Ну, в принципе, деталировка поклепки выглядит достаточно круто. Я сейчас как-то вот, в принципе, не то, что есть чем-то сравнивать, кроме, например, Звездовской лодки 144-м. Ну, там вроде тоже была клепка, здесь она тоже есть. Как бы модель, в принципе, фактически новая, поэтому каких-то дефектов я на ней не вижу. Все такое ребристое, красивенькое. Демпфер можно снять. Сзади, кстати говоря. Вот единственное, кстати, забавно, не могу разглядеть кормовой торпедный аппарат. Где-то здесь его крышка должна располагаться, но я вот так вот смотрю, что-то я вот сходу его и не вижу. Хотя по логике на этой лодке он должен быть, и, по-моему, возможно, даже не один или один. Ладно, может быть, я просто плохо, собственно, помню, где он расположен. Ну и, собственно, практически зеркальная второй борт лодки. Та же самая детализация у нас, собственно, клепка, отверстия всяческие там и так далее.
Да, вот, кстати, можно сказать, что располовинен на лодка не сверху, не по центру, что логично, да, и при этом не, в отличие от звездовской технологии, да, где у них две половины, два борта, а верхняя часть вклеивалась отдельно. Вот Трампетер тут сделал, наверное, более технологично, и конкретно верхняя часть, палуба, собственно, лодки у них совмещена с одним из бортов. Соответственно, нам придется склеивать, по сути, две детали, у нас весь корпус лодки будет готов. Вот. Собственно, вот тут палуба у нас тоже с достаточно подробным таким рельефом всяческим, прикольным. Ну и, собственно, все, что можно по корпусу сказать. У меня лично зрительно претензий нет. Так, крупный пакетик из пупырки почему-то, неожиданно, внезапно, потому что у Трампетера обычно, ну, видимо, решили мелочевку запаковать в пупырку. В основном, я так понимаю, мелкие детали, в основном касающиеся у нас всяческого такого детали рубки, полик, наверное, рубки или что-то такое, винты грибные, собственно, элементы их приводов, этих ремней, мелочевка всяческая по рубке. Вот торпеда, кстати, дана. Инструкция, она, по-моему, никак не участвует, так как у нас опций на открытые торпедные аппараты, насколько я понимаю, нет, поэтому вроде как... Даже опций, в принципе, однозначно заданных опций на подводное, надводное положение лодки нет. Это, кстати, минус. Да. Ну и что еще можно сказать? Да, мелочевочка, в принципе, ну, вся отлита по-трамперовски типично, вроде как бы даже особо говорить нечем. Толкатели вроде на невидных частях все, как бы особо тут ничего такого прям шибко интересного нету. Значит, небольшой литничек с деталями рубки и, собственно, табличкой, которая единственная во всем наборе нам говорит о том, что мы вроде как собираем конкретную лодку, а не некую абстрактную. Собственно, с деталями рубки. Да, на рубке то же самое рифление, всяческая клепочка у нас присутствует. Значит, внутренняя часть. Ну вот единственное, здесь присутствуют толкатели, да, то, что будет видно. Но вот эта часть я не помню, возможно, она чем-то будет закрыта и не будет видна. Вот эта часть уже точно не будет видна, так как это внутренняя часть рубки, она не будет просматриваться. Ну и, собственно, та самая табличка. Ну, как бы, собственно, и все. Да, конечно, неприятно, что рубка располовинена, потому что будет шов, но как бы, что поделать. Никаких сверхтехнологий у нас тут в этом плане не представлено, так как, наверное, в одну деталь рубку может только каким-нибудь 3D-печатью реализовать, я уж не знаю. Ну и самый маленький литник, видимо, тоже какой-то немножко опциональный, там, по-моему, насколько я помню, это как раз опции какие-то, возможно, для разных годов службы, с дополнительным каким-то обраблением рубки, там, корпуса лодки, что-то такого, мелочевочка. Так, значит, и, собственно, из пластика еще у нас... Вот такая вот подставка. До сих пор, кстати, я так и не совсем понял механику, собственно, установки, что удивительно, лодки на эту подставку, потому что, казалось бы, никаких специальных держателей под киль лодки я не вижу, но каким-то образом она должна стоять, что? Так и не понял пока. И, собственно, это все, что у нас по пластику. Остается у нас, собственно, декаль и фототравление. Что, кстати, хочу сказать по недостаткам набора, да, которые вот помимо всего прочего бросаются в глаза, это полное отсутствие реализации в наборе какого-либо, ну, условно, такелажа. На самом деле, конечно, это не такелаж, но, условно говоря, вот антенн там каких-то тросов протянутых, да, которые являются очень характерной частью. То есть, например, вот на боксарте они как бы никуда не смогли деться, и их пока частично, по крайней мере, они показали, да. Вот эти троса протянутые. Даже звезда, собственно, в своей лодке, она как-то нитями минимально показала, как этот, собственно, условный такелаж показать. Трампетер же, как бы, собственно, в наборе, ну,
на всех абсолютно схемах, рисунках, кроме бокс-арта, нам как бы полностью проигнорировал существование такого такелажа, который, кстати, достаточно сложный, если его копийного создавать, то есть там много элементов, там и тросы, там они в некоторых местах так причудливо достаточно завязаны, там на них какие-то дополнительные элементы, что-то там, не знаю, в виде поплавков каких-то подвешены, то есть, в принципе, это такая целая достаточно интересная, достаточно сложная тема, но Трампетер это нам проигнорировал, да. Об этом как бы нельзя не сказать, что в этом плане, конечно, китайцы сильно схалтурили. Значит, что по фототравлению? Ну, я даже, наверное, не вижу особого смысла раскрывать пакетик с фототравлением, так как плата, в принципе, всего одна, и она вся, насколько я понимаю, видна даже невооруженным взглядом. Собственно, детали ограждения рубки, детали, собственно, вот это вот пилы для разрезания сетей там в 2-3 видах, ну, точнее, на двух пил, наверное, еще вот ограждение дополнительно, ну, и всякая мелочевка там, частично на орудие, частично на что-то там. Кстати, я немножко уже и забыл, где у нас было орудие на литнике, я, наверное, даже и не посмотрел, что там по стволу, собственно, орудие было. Где оно у нас тут? Но, насколько я вижу, многоразъемности, по-моему, никакой в наборе нет, поэтому, собственно, и ожидать рассверливания ствола орудия, видимо, не стоит. Я вот даже его сходу и найти-то не могу, где-то самый ствол орудия. Перископы вижу, ствол орудия не вижу. Ну да и ладно. Значит, и помимо этого, собственно, вот из интересного декаль, которую посмотрим, наверное, потому что, собственно, опять же интересно, что там у нас со свастикой. Потому что китайцы тоже боятся изображать свастику. Как обычно, по-трампетерски очень мудрено запакованные декали. Прям мудрено. Так. Значит, что мы видим? Собственно, по декалям, как и ожидалось, чертик топовский, Эрих топовский, скорее всего, и, собственно, два варианта флага, соответственно, Кригсмарине, насколько я понял, ну и, собственно, нам предлагают свастика, собственно, располовинена, крестик отдельно, собственно, лучики отдельно вот эти загнутые, то есть предлагают нам в два приема эти самые свастики реализовывать, ну хотя бы так, потому что частенько так бывает, что вообще никаких опций на свастики и не дают. Значит, собственно, это и все, что в наборе есть. По итогу можно сказать, что вроде бы литье пластика проблем не вызывает, наличие фотоотравления, наличие, значит, вроде какой-то даже известный прототип, хоть и нигде не обозначенный на коробке и в инструкциях, но с декалями под него. Из минусов сразу, что полностью отсутствует какая-то инструкция или какая-то возможность из коробочной деталировки, собственно, тросов вот этих всех такелажа, ну, там вот, что к этому относится. То есть абсолютно ничего по этой теме не показано, а в остальном вот такой вот набор от Trampeter.